Приветствую всех автолюбителей. Наверняка у всех частенько возникает такой вопрос: можно ли смешивать минеральное масло с синтетикой. Я тоже задался этим вопросом и решил сегодня проэкспериментировать. Заехал в магазин, купил разливного масла, самого дешевого, самого минерального. Это масло 15В40. Взял 3 литра его, такое густоватое. Также взял масло 0В20 Fuel Synthetic. Фирма тут не важна, главное, что это полная синтетика 0В20. Ну и также его все хвалят, говорят, офигенное такое масло, хорошо запускается зимой, и оно прям жиденькое такое, жиденькое маслице такое. Вот сегодня поэкспериментируем, попробуем это все смешать и залить в двигатель. Естественно, если при смешивании ничего не произойдет. Для начала возьмем небольшую емкость. Вот такая баночка стеклянная, чтобы не портить все масло. Сперва попробуем в ней развести небольшое количество, посмотрим. Если ничего не произойдет, значит разведем все остальное масло и уже будем заливать двигатель. Так, берем 15В40. Марку не буду говорить. 15В40 возьмем, самое дешевое масло. И возьмем, так, и возьмем полная синтетика 0В20 и нальем в эту емкость. Прям видно разницу, но жиденькая. Пока никакой бурной реакции не происходит. Давайте это все перемешаем. Ничего не происходит. Никакого шипения, бурления, кипения и так далее. Абсолютно все перемешалось. Но это все на холодную. В двигателе, возможно, что-то и произойдет. Данный эксперимент провожу исключительно для личных целей, чтобы узнать самому, можно ли смешивать или нельзя минералку с синтетикой. Произвожу, соответственно, свой страх и риск, буду заливать свой двигатель. Ну и посмотрю, что это все произойдет. Здесь нет никакой рекламы, я не рекламирую ни вот это масло, ни это масло. Это масло я вообще не говорю название, это, ну, в принципе, и так все видите, что за масло. Это не реклама, это простой эксперимент и чисто только для себя. Так как с этим маслом ничего не произошло, сливаем это все в эту емкость. Добавляем сюда масло 0В20 до полной канистры. Все это перемешиваем. Получилось вот такое вот масло, минералка, смеси с синтетикой. Значит, получилась у нас полусинтетика. Какая вязкость, никто не знает. Изначально здесь было 3 литра 15В40, добавили 2 литра 0В20, получилось 5 литров полусинтетического масла No Name. Сейчас пойдем его зальем в двигатель. Масло в двигателе уже слил, фильтр поменял.
берем универсальную вороночку, устанавливаем и заливаем наше бодяженное масло. В данный двигатель входит 5,5 литров, поэтому эти 5 литров смело туда выливаем. Масло получилось довольно-таки жидкое. Само 15В40 так быстро не выливалось. Тем более, что сейчас в гараже температура около нуля. Так, готово. Пять литров бодяги залито. Сейчас стекет, проверим уровень. Пол уровня где-то, доливаем до полного. Чуть-чуть не хватает до верха. Больше доливать не буду, хватит. Запомнил сколько. Сейчас будем пробовать. Будет угорать, не будет угорать, как будет двигатель запускаться. Все, сейчас проверим, попробуем. Закрываем крышечку. Запускаем двигатель. Проверяем. В общем, после заливки масла сразу же позвонили, пришлось ехать. Весь день отъездил, сейчас только приехал, мотор еще горячий. Достанем щуп, посмотрим, что на нем. В принципе, масло как масло. Никакой пены нет, ничего нет. Масло сейчас пока еще не стекло, завтра с утра приду. Посмотрю на холодную уровень масла, сколько будет. Масло цвет не поменяло, также светленькое. Ничего с ним не случилось. День отъездил, ночь простояла. До этого мы мерили еще на горячем двигателе масло, смотрели, что оно в нормальном состоянии. Сейчас вот после ночи простое, двигатель холодный. Уровень, как был уровень масла, сколько заливали, столько и остался. Сегодня поеду на дальнее расстояние. После как приеду, тоже замерю уровень. Посмотрим, будет ли расход, изменится ли цвет масла. Сразу не обратил внимания. По API это масло SN. Это означает, что оно для бензиновых двигателей. Также вот здесь написано, что это моторное масло для бензиновых двигателей. 15В40, с которым мы перемешивали, оно было для дизельных двигателей. То есть получается это еще один эксперимент перемешивания не только минерального масла с синтетическим, но также масло, предназначенное для дизельного двигателя, мы смешиваем с маслом, предназначенным для бензинового двигателя. Вот такой вот эксперимент будет большой. Посмотрим, что будет дальше с этим маслом и что будет с двигателем. Ну, значит, проехал за сегодня я где-то около 400 километров. Двигатель простоял где-то около часа уже в гараже. Масло стекло. Сейчас посмотрим, что у нас. Масло уровень как был, так и остался. Возможно, масло чуть-чуть потемнело. Совсем капелюшечку. Никакой пены нет, никакого запаха тоже как был, так и остался. Двигатель работает мягко. По-моему, даже мягче, чем на простой минералке. Напомню, здесь у нас сейчас залито дизельное масло 15В40 и масло для бензинового двигателя 0В20. Вперемешку пополам приблизительно. Проблем никаких нет. На данном этапе проехал где-то около
500 километров на этом масле перемешанном, 15В40 дизельное и 0В20 для бензинового двигателя. Там минералка, тут полная синтетика. Все пока нормально. Продолжу дальше на нем ездить. И уже спустя, когда придется менять масло, сниму еще отдельно видео. Покажу, в каком оно будет состоянии. Открою клапанную крышку двигателя. Покажу, в каком там все состоянии. До этого там все в идеале было. Пока вот на данном этапе я понял, что масла смешивать можно. Это сугубо мое мнение. Для себя я так в процессе эксперимента постановил. Вы хотите смешивайте, хотите не смешивайте, мне без разницы. Я для чего это хотел эксперимент провести, потому что все говорят, что минералку нельзя смешивать с синтетикой, там что-то запенится, там еще что-то будет. Ничего этого не произошло, все нормально работает. На этом данный эксперимент еще не закончен, как я вам уже говорил, будет продолжаться он. Но пока на данном этапе меня все устраивает. Кому понравилось данное видео, ставим пальцы вверх, не понравилось вниз. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение данного ролика. Оставляем какие-то комментарии внизу под видео, вопросы задавайте. Что вы еще хотите, какие еще масла смешать. Специально для вас это сделаю. Также еще есть в планах перемешать антифризы с тосолами. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.